Вчера в Астане состоялся исторический визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан, в ходе которого между двумя странами был подписан документ, поднимающий их сотрудничество до уровня стратегического партнерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность этого события, отметив, что Армения является ключевым партнером Казахстана на Южном Кавказе и что достигнутые соглашения открывают новые возможности для экономического, политического и культурного взаимодействия. По итогам официальных переговоров были подписаны более 10 межправительственных и межведомственных документов. Среди них соглашения о передаче, использовании, защите и сохранности секретной информации, предоставлении земельных участков для строительства дипломатических представительств, дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на период с 2026 по 2030 годы, а также меморандумы о сотрудничестве в сферах высокотехнологичной промышленности, экономики, здравоохранения, науки и образования, мирного использования атомной энергии и других направлениях. Вице-премьер Армении Мгер Григорян отметил, что новые логистические решения открывают огромные возможности для экономических субъектов и способствуют сдерживанию роста рыночных цен. Он подчеркнул, что проекты ТРИП и «Перекресток мира» имеют значительное региональное и международное значение. Когда эти инициативы будут реализованы, это изменит логистическую карту региона и создаст новые возможности для торговли, отметил Григорян. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность своей страны в участии в международном проекте ТРИП. По его словам, проект создает новые возможности для регионального сотрудничества, укрепляет экономические и транспортные связи и отвечает интересам обеих стран. Токаев подчеркнул, что Казахстан готов активно участвовать в реализации ТРИП и открывать новые торговые маршруты через территорию Армении, в том числе в Турцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что реализация ТРИП осуществляется на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности, а Армения ведет активные переговоры с США для закрепления правовой базы проекта. Отметим, что в ходе визита в Казахстан Пашинян был удостоен высшей государственной награды Казахстана – ордена «Золотой орел». Президент Токаев назвал премьер-министра Армении подлинным общенациональным лидером, отметив его стратегическое видение, способность продвигать национальные интересы страны и укреплять международный авторитет Армении. Пашинян в ответ подчеркнул, что воспринимает награду как знак особого уважения к армянскому народу. Культурная и образовательная повестка также получила важное развитие. В Астане была торжественно открыта улица имени Месропа Маштоца, армянского священника и ученого, который создал армянский алфавит и по армянской версии впоследствии создал и грузинский алфавит. Церемония проходила с участием официальных лиц Армении и Казахстана, включая заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна и министра образования, науки, культуры и спорта Жанну Андреасян. Жанна Андреасян отметила, что открытие улицы Месропа Маштоца символизирует долгую историю взаимного уважения и культурного сотрудничества двух народов, а также служит напоминанием о важности сохранения духовного наследия и просвещения. В 2026 году в Астане планируется открытие Центра творческих технологий ТУМО, а также реализация совместных программ в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. Стороны договорились о взаимном обмене опытом, подготовке специалистов и развитии образовательных инициатив. Кроме того, запланировано проведение Дней казахстанской медицины в Армении и Дней армянской медицины в Казахстане. По итогам переговоров Пашинян и Токаев приняли совместное заявление, закрепившее стратегический характер отношений между странами и подписавшее документы о сотрудничестве в широком спектре областей – от экономики, высоких технологий и транспорта до культуры, науки и образования. Премьер-министр Армении пригласил президента Казахстана с государственным визитом в Армению, а также на саммит по биоразнообразию КОП-17, который состоится осенью следующего года. На этом фоне, как отмечает Bloomberg,
Соглашения между Арменией и США могут усилить интерес США к Южному Кавказу, стратегически важному региону, где долгое время доминировала Россия. А реализация проекта ТРИП и других инициатив открывает новые возможности для укрепления экономических и политических связей, а также усиливает роль Армении и Казахстана как ключевых участников международной логистической сети. Отметим, что до полета в Казахстан премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире с журналистами уточнил позицию Еревана относительно инфраструктурных инициатив, подчеркнув, что для Армении существуют два четко определенных проекта. Национальная инициатива «Перекресток мира» и проект ТРИП, появившийся в результате подписания Вашингтонской декларации. Любая другая терминология не имеет отношения к Республике Армения. То, что мы не приняли, не установили и не согласовали, не может считаться применимым к нашей стране, заявил премьер, отметив, что использование других формулировок не отражает официальную позицию Армении. Пашинян поблагодарил президента Трампа, напомнив, что программа реализуется после встречи, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне. Он подчеркнул, что только Армения имеет право определять название инфраструктур, расположенных на территории страны. Премьер отметил, что проект «Маршрут Трампа» является неотъемлемой частью «Перекрестка мира». 8 августа в Вашингтоне Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой закреплено сотрудничество Армении с США и взаимно согласованными третьими сторонами для реализации ТРИП на территории республики. В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян отреагировал на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что нормализация отношений с Турцией может лишить Армению мотивации подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Мирзоян подчеркнул, что установление дипломатических отношений с Турцией и открытие границы действительно важны для Армении, но точно так же важен и процесс институционализации мира с Азербайджаном. Ни один из этих процессов не обусловлен другим, и при попытке искать между ними причинно-следственную связь могла бы показать, что нормализация отношений с Турцией скорее положительно скажется на мирном процессе с Баку. Что касается разблокирования транспортной инфраструктуры, на саммите в Вашингтоне 8 августа были согласованы основные принципы: территориальная целостность, нерушимость границ, суверенитет, юрисдикция и взаимность. В рамках этих принципов маршрут Трампа свяжет Азербайджан с Нахичеваном, а Армению с другими странами, а также соединит регионы с более широкой географией друг с другом через территории Армении и Азербайджана. Армения заинтересована и активно прилагает усилия для скорейшего воплощения этого маршрута в жизнь, подытожил Арарат Мирзоян. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.